Существует ли видовое питание для человеческого организма? На данный вопрос я уже более 10 лет пытаюсь ответить и не буду претендовать на истину, но все-таки своими мыслями, своим опытом я поделюсь. Ведь моя задача всего лишь показать на примере себя, как минимум, и, соответственно, поделиться опытом, который я получаю, работая с большим количеством людей, с их рационами, проблемами со здоровьем, реакциями организмов на те или иные продукты, ну и, конечно же, на внешние обстоятельства. Поскольку все эти факторы влияют на нас, пусть прямолинейно, косвенно, но тем не менее, они влияют, их нужно учитывать. Так вот, отталкиваясь от того, что возможно, существует какое-то видовое питание для нашего организма, мы будем рассматривать несколько важных факторов. Ну, во-первых, это пищеварительную систему, да, то есть это банально, уже 1000 видео об этом снято, но тем не менее нужно повторить и проговорить. Далее мы будем, конечно же, отталкиваться от задач организма, перед организмом, который мы ставим, да, к чему мы стремимся, чего хотим достичь. И третье, это, конечно же, состояние здоровья, то есть состояние нашего организма, к которому мы хотим прийти, либо хотим как-нибудь его приобрести в течение нашей всей жизни, придерживаться. Вот. Так вот, начнем. Начнем с самого начала. Пищеварительная система. Пищеварительная система у нас не похожа на хищников, так как отсутствие клыков, челюсть двигается во все стороны, как у травоядных, зубы, опять же, то, что касается ротовой полости, то зубы у нас расположены таким образом, чтобы мы могли измельчать и пережевывать растения. Ну и те же семена и орехи, например. Вот. Хотя мы не сильно похожи на птичек, но давайте об этом как-нибудь в следующем видео. Далее. Сама пищеварительная система у нас длинная, в отличие от хищников. У хищников она короткая, чтобы максимально быстро съесть плоть, получить питательные вещества и вывести оставшееся вещество, так сказать, оставшуюся массу. У нас же она длинная, как у травоядных, чтобы мы максимально долго высасывали, переваривали питательные вещества с растений. Вот. Соответственно, если смотреть только на эти факторы, то мы травоядные, да? Плодоядные, травоядные, называйте как угодно. Но опять же, если нас сравнивать с коровами, то это тоже будет не совсем верно. Двигаемся дальше. Задачи, которые мы ставим перед своим организмом. Ну, например, если ты бегаешь ультрамарафоны, то, естественно, у тебя будет перегиб продуктов в сторону углеводов, что логично, чтобы получать быструю энергию и ее же использовать во время бега там, например, либо того же плавания, ну, любой физической активности, длительный промежуток времени. Если же ты, например, поднимаешь большие веса, постоянно даешь нагрузку на свой организм, на свои мышцы, то, естественно, в твоем рационе должен преобладать белок, чтобы восстанавливать эти мышцы, чтобы их увеличивать их силу и объем. Вот. Если же ты живешь в каких-то северных холодных широтах, где круглый год у тебя минус 30, то, естественно, тебе нужно запасать подкожный жир, висцеральный жир, чтобы максимально возможно сохранять тепло и не переохлаждать свой организм. Соответственно, у тебя будет перегиб в рационе по продуктам, по жирам. Вот. Соответственно, исходя из этого, мы всего и будем определяться, что нам есть в рационе. Но опять же таки, это не значит, что если нам нужны белковые продукты, да, то мы должны становиться хищником. Нет, наш организм, конечно, способен усваивать, переваривать, выводить плоть. Но это все происходит не без последствий для нашего здоровья. А наше здоровье все-таки это самое главное, что у нас есть. Поэтому это не тот вариант. И приверженцы карнивора или диеты Аткинса, вы, наверное, не на то видео попали, поскольку я уже не 1000 раз убедился в том, что все подобные диеты, да, тот же карнивор, та же кето-диета, диета Аткинса, там даже тоже моноедение, да, фруктовое, например, они сильно перегибают в ту или иную сторону, и, соответственно, человек теряет здоровье. Есть множество примеров со всех этих диет, можете погуглить, почитать, посмотреть даже видео о таких людях. Подобной информации достаточно много сейчас накопилось в интернете. Поэтому мы не будем на этом заострять внимание. Но как же нам все-таки расставить приоритеты, да? И найти видовое питание? Это все-таки скорее вопрос риторический, поскольку, как я сказал, все зависит от наших конечных целей. Но если мы говорим о здоровье, естественно, то любые сильные перегибы для нашего здоровья, они плохо всегда заканчиваются. Соответственно, нам нужно выбирать золотую середину. Ну, например, ты хочешь быть здоровым. Логично, да? Хорошо себя чувствовать, чтобы было достаточное количество энергии, и при этом твой организм работал на все 100%, хотя он никогда не работает на 100%, но тем не менее, принято так считать, что полностью функционировал полноценно. Так вот, чтобы данного достичь, нам нужно по максимуму, опять же, исключить плохие продукты, хотя это так банально.
как соблюдать питание так, чтобы мы себя хорошо чувствовали, наш организм функционировал на 100%. Так вот, естественно, животные продукты на наш организм будут влиять негативно. В любом случае, да, мы что-то полезное можем оттуда получить, но цена за эту пользу будет гораздо выше по вредности, нежели та же польза, да? То есть, если на чашу весов получаем пользу и вред, то вреда всегда будет больше от животных продуктов. Поэтому данный вариант мы исключаем, поскольку все-таки здоровье – это самое главное в нашей жизни, и мы все хотим быть здоровыми. Соответственно, нам нужно смотреть совершенно в другую сторону, в сторону растений. Естественно, растения сейчас не так ценны и богаты, как когда-то, хотя мы не можем быть уверены в этом на 100%, поскольку мы тогда не жили, но тем не менее так принято считать. Окей, предположим, что так и было, сейчас почвы истощаются, растительные продукты все менее-менее полезны и менее питательны, и нам так получается, что нужно все больше и больше по объему их съедать. Но опять же таки, мы всегда можем упираться в работоспособность нашей пищеварительной системы. Соответственно, существуют определенные добавки, БАДы, да, которые мы можем добавлять в свой рацион, можем не добавлять в свой рацион. Все в зависимости от ваших убеждений, и считаете вы это плохо, либо же хорошо. Но если рассматривать в контексте нашего организма, то организм любую пользу будет воспринимать положительно, несмотря на то, что это химия, либо же органика. Да? Но опять-таки мы посмотрим на мир, везде химия. В нашем организме постоянно происходят химические реакции. И складывается такое мнение, что слово химия, да, химические продукты, химические вещества, маркетологи преподнесли таким образом, чтобы это у нас записалось на подкорке. И теперь, если мы слышим, что ты эту химию ешь, сразу у нас есть определенные ассоциации, да? И с теми же витаминами, с теми же фруктами, овощами, которые обрабатываются пестицидами и тому подобное. Это все маркетинг, который нужно уметь сбрасывать. Ну или игнорировать, неважно. Так вот, вне зависимости, как ты относишься к добавкам, если их правильно использовать, разумно использовать, то они, конечно же, принесут пользу. И они дадут то, чего недостает в растительном мире. Это логично, это нормально. Если же тебе это вообще не нравится, данный подход, ты можешь обойтись. Будет сложнее, но это все равно возможно. Далее двигаемся. Если мы, как я сказал, у нас задача бегать ультрамарафоны, да, то мы будем съедать большое количество углеводов, немного белка и немного жиров. Жиров ровно столько, чтобы хватало на правильное пищеварение, чтобы желчный работал, чтобы желчь выходила и происходило полноценное пищеварение. Вот. Белка ровно столько, чтобы только восстановить мышцы, но при этом не увеличивая их особо в объеме, а углеводов ровно столько, сколько мы тратим на ту или иную физическую активность. Да, чем больше мы бегаем, чем больше мы ездим на велосипеде, соответственно, тем больше энергии нам нужно получить с этой пищи, нужно больше углеводов. Опять же, существуют определенные рамки, которые благоразумны для нашего организма. Выходя из эти рамки, да, вот как говорят, типа, профессиональный спорт не несет здоровья. Совершенно верно. Поэтому тут нужно учитывать, что вред организму все-таки будет наноситься, если мы будем перегибать, переходить за определенную черту, на которую способен наш организм. То есть на пределе своих возможностей. Далее, опять-таки, если мы наращиваем мышцы, то в любом случае нам нужно будет увеличить количество белка в организме. И опять вы скажете, что проще всего белок получить из животных продуктов. Да, это правильно, но вред будет еще больше. Лучше уже тогда не увеличивать количество белка и не наращивать мышцы, нежели получать тот вред, который мы получим от животных продуктов. Но, опять-таки, к счастью, растительный мир, он настолько разнообразен и настолько богат белковыми продуктами и даже всеми теми незаменимыми аминокислотами, про которые говорят с каждого утюга для того, чтобы вам продавать, опять же, те же незаменимые аминокислоты в виде добавок, да, это уже, опять-таки, касаясь маркетинга. Все это мы можем получить с растительного мира, нам даже это не нужно в виде добавок принимать. Просто разнообразить свой рацион. Я списки продукты я очень часто показываю, рассказываю и на Ютубе, и в Инстаграме, и, возможно, когда-то буду еще в Телеграме об этом писать, потому что как-то я подзакинул свой Телеграм. Но ладно, когда-нибудь вернемся к этому. Так вот, ну и по жирам, естественно, да, вы тоже можете сказать, что а где же нам взять насыщенные жиры в растительном мире? Поскольку насыщенных жиров, опять-таки, очень много в животных продуктах, а в растительном мире их гораздо меньше. И тут я с вами соглашусь, да, в растительном мире их мало, но они, тем не менее, есть. Самые богатые источники, самые такие легкодоступные для нас сейчас, это кокосовое масло холодного отжима, не рафинированное. Лучше брать самый дорогой бренд какой-то. Я лично заказываю на iHerb и качеством доволен. Те, что продаются в сетевых супермаркетах, там качество, конечно, очень плохое и на запах отвратительный просто. Мне кажется, там не кокосовое масло, а что угодно, но только не кокосовое масло. Вот поэтому выбираем качественные источники, естественно. Плюс можно всегда съесть пару штук авокадо, да,
Ну, если можно одно хотя бы авокадо в день съедать, тоже будет хорошо. Тоже уже получим какое-то количество насыщенных жиров. Ну и, конечно же, масла, такие как льняное масло, конопляное масло. Тоже хороший источник. Оливковое масло, например. В общем, про списки продуктов, наверное, как-нибудь надо будет написать, расписать и рассказать. Вот. Как-то видео получилось сумбурное. Давно не записывал, но как-то так. Ладно.